Всем привет! Сегодня заготовка приурочена к празднику 23 февраля, поэтому заказы принимала от своих мужчин. У меня гуляш, 6 окорочков и кусочек мяса. Все это мне обошлось в 1218 рублей. Приступим. Гуляш я промыла, с мяса снимаю кожу, на холодец пойдет. Мясо нарезаю на кусочки для мясорубки. Косточку и кожу убираю в морозилку. Один окорочок также убираю в морозилку на холодец. Остальные 5 разделываю. Снимаю кожу. И отрезаю бедро. Затем разрезаю мясо голени и вытаскиваю косточку. Далее голень слегка отбиваю с двух сторон. Затем солю и приправляю приправой для курицы. Брусочек сыра заворачиваю в голень вместо косточки, а кожу обратно натягиваю и заворачиваю. Косточки от голени в морозилку, пригодятся для бульона. Далее готовлю панировку. К сухарям добавляю копченую паприку. Яйцо подсаливаю и слегка взбиваю. Ножку обваливаю в муке, затем в яйце и в сухарях. Выкладываю на доску, застеленную пакетом, и в морозилку. С бедер снимаю мясо для фарша. Косточки также идут на бульон. И перекручиваю фарш, как всегда, 2 раза с добавлением лука. И в конце смоченный в воде хлеб. У меня получилось чуть больше 4 кг фарша. Сегодня ленивые голубцы будут с пекинской капустой. Вырезаю твердую часть и пропускаю через мясорубку. Фарша много получилось, поэтому перемешиваю на столе. И отбиваю в конце. К капусте добавляю промытый рис, фарш и 1 яйцо. Солю и добавляю приправу. Хорошо перемешиваю. И обваливая в муке, формирую ленивые голубцы. Выкладываю на доску и в морозилку. Старший сын заказал пельмени и котлеты с сыром в беконе. К фаршу добавляю соль, яйцо, приправу и сушеный чеснок. Вымешиваю и формирую сначала лепешку на руке, затем вкладываю в нее кусочек сыра и делаю круглую котлетку. Затем котлетку оборачиваю в бекон крест-накрест. Вот таким образом. Укладываю форму и в морозилку. А муж попросил мясной рулет. Для этого к фаршу добавляю соль, сушеный чеснок и приправу хмели-сунели. И хорошо вымешиваю. Беру фольгу и на нее выкладываю фарш в небольшой прямоугольник. По центру выкладываю отварные яйца и заворачиваю рулет. Хорошо скрепляю края и бока рулета. И заворачиваю в фольгу.
А для надежности заворачиваю в еще один слой фольги, чтобы не выглядывали края рулета. Для второго рулета фарш на фольге распределяю более тонким слоем. Немного помогаю себе скалкой. Выравниваю края в прямоугольник и посыпаю по всей площади натертым сыром. Аккуратно сворачиваю рулет, уплотняя его. Края запечатываю и заворачиваю в фольгу. Дальше нарезаю бумагу для выпечки на прямоугольники. Лучше взять хороший пергамент, но у меня не оказалось. Немного болгарского перца красного нарезаю мелкими кубиками. Добавляю к нему фарш, яйцо, соль и специи. Хорошо вымешиваю. Бумагу смазываю подсолнечным маслом, но и это не особо помогло. Далее выкладываю немного фарша, распределяю и заворачиваю в него брусочек сыра. Формирую колбаску и заворачиваю, как в конфетку. У меня получилось 8 колбасок. 4 из них мы сразу приготовим. Выкладываю на сухую разогретую сковороду и обжариваю с 4 сторон по 2-3 минуты. Затем наливаю немного воды и накрываю крышкой. Минут 10-15 и готово. С трудом сняла с колбаски бумагу. Но колбаски получились очень вкусными. Подведем итог. Котлеты с сыром в беконе и пельмени. 2 пакета. Заказ старшего сына. Куриные ножки с сыром в панировке. Ленивые голубцы с пекинской капустой. 4 колбаски еще остались. И 2 мясных рулета по просьбе мужа. А всем спасибо за просмотр и пока-пока!